Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Тринадцатого августа 2018 года подруга Шеннон Уотс, Николь Аткинсон, высадила ее возле ее дома во Фредерике, штат Колорадо, около 2 часов ночи после совместной деловой поездки. Но когда всего несколько часов спустя Николь попыталась связаться с Шеннон, то у нее не вышло, а после того, как Шеннон пропустила прием у гинеколога, та забеспокоилась. Николь решила позвонить на работу мужу Шеннон, Крису. Она также позвонила в полицию. В тот же день полиция провела расследование в доме Уотс, и хотя они не обнаружили ничего подозрительного, они все же нашли машину Шеннон и все ее личные вещи. Поэтому на следующий день Шеннон и девочки были официально объявлены пропавшими без вести, а Бюро расследований Колорадо опубликовало для них оповещение о пропавших без вести лицах. Внешняя семья Уотс была довольно очаровательной. Шеннон Уотс часто документировала их очаровательные домашние будни для социальных сетей, в чем также принимали участие ее 2 маленькие дочери – Белла Мари и Селеста Кэтрин, и телегеничный муж Крис, которого можно было увидеть в видеороликах его жены. «С днем признательности мужу! Я не могла представить себе лучшего мужчину для нас», подписала Шеннон пост в апреле 2018 года. «Ты балуешь нас любовью и вниманием. Ты миришься с 3 нетерпеливыми, требовательными женщинами в доме. Ты так много работаешь каждый день, чтобы обеспечить нас. Я так тебя люблю». Крис и Шеннон встретились в 2010 году в своем родном штате Северная Каролина и поженились 3 ноября 2012 года. Во время поездки на запад они влюбились в пейзажи и общую атмосферу города Фредерик с населением всего около 9000 человек в штате Колорадо. Они переехали в просторный дом с 5 спальнями, которые быстро начали заселять. 17 декабря 2013 года на свет появилась Белла, а ее сестра, сокращенно Сиси, родилась 17 июля 2015 года. Шеннон забеременела 3-м ребенком, мальчиком, которого они собирались назвать Нико. Несмотря на то, что у семьи были проблемы, в 2015 году они подали заявление о банкротстве. Друзья и соседи называли их идеальной семьей. Шеннон Уотс работала в многоуровневой маркетинговой компании, а Крис Уотс работала в Anadarko Petroleum. Согласно их документам о банкротстве, они зарабатывали в общей сложности $100 000 и платили ипотечный платеж в размере $3000 в месяц за свой дом стоимостью $400 000. «Они уважают его, и это очень важно, за любую работу», говорила Шеннон о работодателе своего мужа в видео в одной из популярных соцсетей. 14 августа, во вторник, Крис давал интервью Denver News возле своего дома. Он рассказывал, что Шеннон вернулась из аэропорта после деловой поездки в Аризону в 2 часа ночи накануне. Он уже был в постели, а затем ушел на работу. Крис сказал, что этим утром он несколько раз писал жене, но не получил ответа, что он объяснил тем, что она была занята, а в 12:10 в доме появилась ее подруга Николь Аткинсон. Шеннон тоже не отвечала на ее сообщения. Николь позвонила Крису, по его словам, и тогда я пришел домой, а затем вошел в дом, и здесь ничего не было. Я имею в виду, ее здесь не было, детей здесь не было, никого здесь не было. Тем временем Николь также позвонила в полицию, чтобы попросить пройти медицинский осмотр, когда никто не открыл дверь. Они нашли сотовый телефон Шеннон, засунутый между подушками дивана, ее сумочку на кухне и чемодан у подножия лестницы.
Полиция Фредерика обратилась за помощью в ФБР и Бюро расследований Колорадо и попросила общественность помочь найти пропавшую мать и детей. Крис сказал, что надеется, что его семья в безопасности, где бы они ни находились. «Прошлой ночью у меня в доме горел весь свет. Я надеялся, что меня просто задавят дети, вбегающие в дверь и набрасывающиеся на меня», – рассказал он репортеру. Но ничего этого не произошло, и это была просто невыносимая ночь. Крис продолжил. «Я имею в виду, что мои дети – это моя жизнь. Эти улыбки освещают мою жизнь». Он сказал, что ему не приходилось говорить им, что им нужно поужинать, иначе они не получат десерт. И видеть, как они обнимаются на своих детских диванах в стиле Диснея и смотрят пузырьковые гуппи. Прошлой ночью меня разрывало на части. Зайти в их комнаты и знать, что я не включу им шум дождя, как обычно, и знать, что я не включу для них монитор и не поцелую их на ночь. Вот почему прошлая ночь была просто ужасной. На вопрос, ссорились ли они с Шеннон вообще до того, как он видел ее в последний раз, Крис признался, что у них был эмоциональный разговор. В тот день он рассказал другому новостному изданию. Она сказала, что собирается в гости к подруге с детьми, и это последнее, что я слышал. И все. Это было очень расплывчато. «Я так скучаю и люблю тебя», – написала ему Шеннон, которая была на 15-й неделе беременности их сыном из Скоттсдейла, где она посетила семинар по лидерству, посвященный ее работе в качестве промоутера бренда компании по производству пищевых добавок. «Я все еще в шоке. У нас будет маленький мальчик. Я так взволнована и счастлива». В июне Шеннон опубликовала видео о своей беременности, на котором Крис вошел и обнаружил ее в футболке с надписью «Ой, мы сделали это снова», на что он ответил: «Правда? Это потрясающе». Она также оставила Крису рукописное письмо на 2 страницах. Во время их разлуки она написала: «Я скучала по тому, как ты смеешься и играешь с детьми. Мне нравится видеть их улыбки вместе с тобой». Но утром 7 августа, согласно сообщениям, обнаруженным в судебных документах, она написала подруге: «Крис сказал мне вчера вечером, что он до смерти напуган этим 3-м ребенком. И он счастлив только с Беллой и Селестой и не хочет еще одного ребенка». Когда подруга попыталась заверить ее, что все будет хорошо, как только родится ребенок, Шеннон ответила: «Он изменился. Я не знаю, кто он. Он не прикасался ко мне всю неделю, не целовал меня, не разговаривал со мной, за исключением тех случаев, когда я пытаюсь понять, что не так». Это объясняет и другое сообщение, которое она отправила Крису во время своих выходных. «Спасибо, что позволили мне обнять вас этим утром. Это было приятно». Николь, которая была в поездке в Аризону с Шеннон, рассказала офицеру, который ответил на ее первый звонок, что она действительно высадила подругу в 2 часа ночи, когда они вернулись во Фредерик. И та была не в духе. На выходных она была очень расстроена, но ела нормально и не пила. В другом сообщении, которое она отправила своему мужу, Шеннон написала: «Я поняла во время этой поездки, чего не хватает в наших отношениях. Одного из многого – это эмоции и чувств. Я не хочу возвращаться в таком состоянии. Мне нужно, чтобы ты пошел мне навстречу. Ты вообще не думаешь о других и не думаешь о моих чувствах». Еще одно сообщение гласило: «Я стараюсь дать тебе личное пространство, но пока ты работаешь и живешь холостяцкой жизнью, я ношу 3-го ребенка, ежедневно ссорюсь с 2 детьми и пытаюсь работать и зарабатывать деньги. Это несложно писать сообщения «люблю» и «скучаю». Если ты так не чувствуешь, то я понимаю, что нам нужно поговорить. Я всю ночь смотрела в свой телефон, а от тебя нет ответа. Серьезно, мы не только вчера начали встречаться. Мы были вместе 8 лет, и у нас 2,5 детей. Если они у кого-то находятся, и они не в безопасности, я хочу, чтобы они вернулись прямо сейчас», – продолжал заявлять Крис Уотс по местному телеканалу. Он также сказал Denver 7: «Если они в безопасности, они вернутся. Но если нет, это должно прекратиться». Пока Крис разговаривал с репортерами, вокруг него продолжались расследования. Именно это в конечном итоге привело полицию к утверждению, что он с самого начала знал, где находится Шеннон и их дочери, потому что именно он их и убил. Агенты ФБР просматривали записи телефонных разговоров Криса, которые показали, что у него был роман на стороне.
Затем, через 2 дня после исчезновения жены и дочерей, Крис провалил проверку на полиграфе. Видеонаблюдение также зафиксировало, что он выходил из дома около 5:30 утра 13 августа, чтобы выбросить тела своих жертв менее чем через 4 часа после того, как Шеннон вернулась из рабочей поездки на выходных. По словам властей, Уотс демонстрировал и другое странное поведение перед арестом. В том числе звонил в школу девочек и говорил, что они не будут ходить в школу в следующем году, и связывался со своим риэлтором по поводу продажи его дома. В тот же день Крис поклялся рассказать полиции правду, если сначала сможет поговорить со своим отцом. Следователи пошли на риск и позволили ему это сделать. И это сработало. Крис признался отцу, что убил свою жену. Вскоре после этого следователи нашли тела Шеннон, Беллы и Селесты именно там, где, по словам Криса, они находились, на территории компании Anadarko Petroleum, с телом Шеннон в неглубокой могилке и телами 2 девочек в нефтяных резервуарах. 21 августа 2018 года Крису было предъявлено обвинение в убийстве членов его семьи. Согласно судебным документам, именно предупреждение о списании с кредитной карты суммы около $60 за ужин с лососем в спортбаре заставило Шеннон Уотс заподозрить, что у ее мужа мог быть роман. Оказалось, что он был со своей коллегой Николь Кессинджер. Позже Кессинджер рассказала полиции, что они с Крисом Уотсом очень хорошо поладили. Мужчина сказал ей, что он расстался и что они с женой готовятся к разводу. «У него не было обручального кольца на пальце», — сказала она властям в записанном интервью. «Он даже не сразу упомянул о своих детях. И вот однажды он сказал мне, что у него 2 детей. Я подумала, что это довольно мило». По словам Кессинджер, их отношения быстро стали серьезными и стали близкими почти сразу после того, как Шеннон Уотс уехала в Северную Каролину. Кессинджер рассказала полиции, что в начале отношений они занимались сексом 3 или 4 раза в день. Согласно судебным документам, Крис Уотс, похоже, сильно влюбился в нее. Он вводил в поиск Google фразу «Когда впервые сказать «я люблю тебя» в новых отношениях?». Кессинджер рассказала полиции, что Крис признался ей, что любит ее, и она сказала ему то же самое пару раз. Их расцветающий роман включал в себя походы на выходные, а также любовные письма. В письме своей любовнице от 30 июля Крис описал ее как самую удивительную, уникальную и волнующую женщину на свете. Компрометирующие фотографии и видео, такие как изображение обнаженной Кессинджер, были спрятаны в секретном приложении, замаскированном под калькулятор в телефоне Криса. Сандра Ржучек, мать покойной, рассказала, что ее дочь Шеннон Уотс не имела ни малейшего понятия об этом романе. По словам прокуроров, пока Крис был увлечен романом, Шеннон покупала книги по саморазвитию и планировала семейный отдых, чтобы восстановить свой брак. В ночь, когда она должна была вернуться домой после командировки в Скоттсдейле, ее рейс задержал шторм. Шеннон наслаждалась последним ужином со своими ближайшими друзьями, ища совета и поддержки насчет брака, который ей уже не суждено было наладить. Это был последний раз, когда многие из них видели ее живой. Когда она вернулась, они с мужем сильно поссорились, и Уотс признался в своем романе. Опустошенная, Шеннон сгоряча сказала ему, что она получит полную опеку над их детьми, а он их больше не увидит. В результате этого разговора он задушил женщину. После того, как Уотс убил и завернул тело Шеннон в одеяло, маленькая Белла вошла в комнату и спросила: «Что ты делаешь с мамой?» 4-летняя девочка, которую считали умной для своего возраста, знала, что что-то не так. То, что произошло дальше, было по-настоящему пугающим. Уотс затолкал тело Шеннон в багажник семейной машины, посадил 2 своих маленьких дочерей на заднее сиденье и пристегнул их ремнями. Затем отец убийцы 45 минут ехал до нефтяной шахты, прежде чем осуществить вторую часть своего ужасающего плана. Говорят, что во время поездки Белла умоляла отца отвезти 34-летнюю Шеннон в больницу. Когда они прибыли на нефтяную шахту, мужчина сначала задушил Селесту ее любимым одеялом. Белла стала свидетельницей убийства и умоляла отца не убивать ее, прежде чем попытаться сбежать. Говорят, что Белле удалось отстегнуться от автомобиля.
Обвинение по делу Уотса утверждало, что он убил маленькую девочку намеренно и злобно. Затем Уотс похоронил свою жену в неглубокой могиле, а затем сбросил тела двух своих дочерей в нефтяной танкер, а затем вернулся в семейный дом и сообщил о пропаже всех троих. Уотс даже отправлял своей жене текстовые сообщения, спрашивая ее, где она, после того, как он ее убил. Уотс никогда не рассказывал никаких подробностей о том, как он убил всю свою семью, и поскольку он признал себя виновным, подробности не были раскрыты в суде. Когда появились новости об исчезновении Шеннон, Селесты и Беллы, Николь с ужасом обнаружила, что мужчина, с которым она была в отношениях, все же был еще женат и ждал еще одного ребенка. День начался с того, что он, как обычно, отправил ей сообщение и не упомянул о том, что произошло дома, просто сказав, что был занят. Затем в 15:45 он отправил еще одно сообщение, чтобы сообщить Николь, что его семья ушла. Она заволновалась, но сказала, что он выглядел спокойным, поэтому она не хотела беспокоить его еще больше, показывая свое беспокойство. Но когда в семейном доме Уотсов появились журналисты, девушка поняла, что что-то не так. Именно тогда она узнала, что ее парень все еще женат и что Шеннон ждет от них сына. Позже той ночью, в серии долгих телефонных звонков и сообщений, Уотс изложил Николь свою версию событий. Николь начала подозревать, что если Крис смог солгать и скрыть что-то настолько существенное, то, вероятно, он может солгать и о чем-то еще. Она засыпала Уотса вопросами, например, были ли признаки того, что кто-то ворвался в их дом, были ли в машине автокресла его дочери и остались ли в доме одна из ручек EpiPens для девочек. Но она говорит, что убийца пытался отвести разговор о своей пропавшей семье. На следующий день, теперь уже отчаянно беспокоясь за жену и дочерей Уотса, Николь продолжала требовать от него дополнительной информации о том, что могло произойти. «Я продолжала спрашивать его, что ты делал, Крис? Что ты делал?» – вспоминает она. «Я спросила, где твоя семья? Я все еще была в своих мыслях, я была в стрессе. Если ты сделал что-то плохое, то считай, ты разрушил свою жизнь и разрушил мою жизнь». И он ответил: «Я не причинял вреда своей семье, Никки». И это было последнее сообщение. После этого я больше ему ни слова не сказала. В своем первоначальном признании Крис сказал, что задушил Шеннон в приступе ярости после того, как увидел, как она душит двух их дочерей, Беллу и Селесту. По его словам, она была расстроена, потому что он пытался поговорить с ней о разводе и прекращении их брака, а она в ответ убила девочек. По его словам, после убийства Шеннон он отвез 3 тела на место добычи нефти и похоронил их. Однако позже в своем тюремном письме журналистке он признался, что уже некоторое время замышлял убийство. 12 августа, когда я закончил укладывать девочек спать, я знал, что это последний раз, когда я это делаю. Я знал о том, что произойдет завтра, и даже не передумал, чтобы сделать это, писал он. Он также признался, что подсыпал своей жене сильнодействующее обезболивающее, оксикодон, в надежде вызвать выкидыш. «Я считал, что нам было бы проще быть вместе с Николь, если бы Шеннон не была беременна», – написал он. Уотс пошел на сделку о признании вины, чтобы избежать смертной казни, после того, как признал себя виновным в 4 убийствах. ФБР спросило меня, собираюсь ли я покончить с собой, и я сказал им, что думал об этом. Но, честно говоря, нет. Я не собирался покончить с собой. Он вспомнил, что ему потребовался час, чтобы доехать до места, где он методично убил обеих своих дочерей. Я бросил Шеннон на землю, затем вернулся к грузовику, и одеяло, которое держала Селеста, накинул ей на голову и задушил им ее. Уотс протиснул тело Селесты через 8-дюймовый люк одного из нефтяных танкеров. Я не мог поверить, как легко было просто позволить ей провалиться в дыру и отпустить ее. Я услышал всплеск, когда она ударилась о масло. Затем он заново, в ужасающих подробностях рассказал, как он убил свою старшую дочь Беллу после того, как она видела, как он убил и избавился от ее сестры. О своем удивлении он рассказал так. У маленькой тихой Беллы было желание жить. В конечном итоге он был приговорен к 5 пожизненным заключениям, 3 подряд и 2 одновременно, за убийство, а также еще в общей сложности к 84 годам заключения по другим пунктам.
Николь Кессинджер помогала следствию и рассказала офицерам как можно больше о мужчине, с которым у нее были отношения. 32-летняя женщина настолько не хотела, чтобы ее имя ассоциировалось с убийцей, что она подала заявку на смену имени в округе по месту проживания. В конце 2018 года сообщалось, что женщина переехала из Колорадо в другой штат, устроилась на новую работу и была включена в программу защиты свидетелей. Вскоре по мотивам истории вышел документальный фильм Netflix «Американское убийство. Семья по соседству», который стал одним из самых популярных на платформе. В документальном фильме Кессинджер рассказывает полицейским, что Уотс сказал, что его брак расторгнут, и что она понятия не имела, что его 34-летняя жена Шеннон беременна. За неделю до того, как Уотс совершил жестокие убийства, журнал поисковых браузеров смартфона Кессинджер показали, что она провела в интернете более часа в поисках свадебных платьев. Позже выяснилось, что некая женщина по имени Аманда Макмахан также была в отношениях с Крисом и рассказала СМИ. Он казался настоящим мужчиной. Он был забавным, он был очаровательным. Однако Макмахан утверждала, что видела и темную сторону Криса в те дни, когда они встречались. «Лучше всего я могу описать это тем, что он почти превращался в другого человека», — объясняла она. Макмахан также утверждала, что Крис ввел ее в заблуждение, сказав ей, что он разведен. Узнав о жене и детях, Макмахан объяснила: «Это заставило меня почувствовать себя преданной. Это заставило меня чувствовать себя противно. Это заставило меня почувствовать себя грязной». Среди обозревателей дела нашлись и сочувствующие Крису. В июльском выпуске программы «Ложь, преступление и видео» женщина по имени Анна, одна из двух женщин, навещавших Криса в тюрьме в то время, сказала на камеру: «Когда Крис говорит со мной о Шеннон, он говорит о том, как сильно он ее любил. Крис чувствует, что у него произошел перелом в реальности, как будто он сломался, как будто он был одержим демонами». Другая женщина, Шерилyn Кэддл, переписывала с ним настолько много, что из этого получилась целая книга «Письма от Кристофера», вышедшая в октябре 2019 года. Совсем недавно Криста Ричелло, клинический психолог, которая начала писать Крису и теперь помолвлена с его сокамерником, сказала в программе Lifetime Cellmate Secrets: «Мне показалось очень странным то, как велось это дело. Я никогда не видела ни одного случая в истории, чтобы кто-то так быстро заключил соглашение о признании вины, что дело было полностью прекращено и не расследовано». Спустя пару недель после того, как ее сын признал себя виновным, Синди Уотс все еще задавалась вопросом, почему Крис не хочет суда и почему его адвокат прервал контакты между Крисом и их семьей. Адвокат не ответил на просьбу СМИ прокомментировать это заявление. «Нам бы очень хотелось поговорить с ним», — сказала она. «Мне не пришлось бы проходить через все это сейчас. Кажется, все окутано тайной. Просто расскажи нам, что происходит». «Крис не соседский социопат. Он не психопат», — настаивала Синди в одном из интервью. Несмотря на его признание, она все еще задавалась вопросом, действительно ли Крис убил детей. «Но в этом случае мысль о том, что он это сделал, пугает меня до смерти», — призналась она. Тем временем она скучала по внукам. «Белла была такой же, как Крис», — сказала Синди. «Застенчивая, осторожная, консервативная. Сиси была огненным шаром. Я имею в виду, что она была бесстрашной, совершенно бесстрашной. Я просыпаюсь каждое утро в слезах, понимаете? Думая, что теперь так будет каждый божий день», — добавила она. «Это так сложно пережить. Я просто не знаю, как пережить это». Родители Криса также предположили, что именно брак Шеннон изменил его. «Он занимался спортом с 5 до 17 лет», — сказала его мама. «Нет ни одного человека, который бы отозвался плохо об этом мальчике. Он был нормальным, у него не было вспыльчивого характера, он был просто спокойным, как его отец. Он не монстр». В разговоре с Daily Mail писательница Кэддл заявила о том, что Крис говорил ей: «Если бы я не встретил Ники, я бы никогда не убил свою семью. Все, о чем я мог думать, это о том, что теперь я могу быть свободен с Ники. Любовь к ней одолела меня. Я не чувствовал угрызений совести». По словам автора, Крис также рассказал: «Тьма внутри меня победила, хотя она все еще была во мне. Я думаю, может быть, навсегда».
Я чувствовал зло, поглощенное этой штукой внутри меня. Я чувствовал, что могу убить кого угодно и быть оправданным за это. А любовница Криса, Николь Кессинджер, Кэдл, сказала: «Кристофер говорит, что любил ее так, как никогда раньше не любил никого». Друзья, а вы как считаете, действительно ли сильные чувства к любовнице могут заглушить разум настолько, что отец семейства будет способен на хладнокровное убийство семьи, которая создавалась годами? Или же причиной могло явиться нечто другое? Кем, по-вашему, является Крис Уотс? Психопатом или обычным запутавшимся человеком? Делитесь вашим мнением об этом деле в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.